сети много экспертов всего. Таких экспертов, которые знают все обо всем. И при этом у таких экспертов принято ругать всех вокруг, ну, себя хвалить. Это понятно. Вот сегодня я предлагаю обратиться к одному из таких экспертов. Понятно, что подобных специалистов море, представителей каких-то современных таких новоделов, волшебных, новоиспеченных таких единоборств, в которых, собственно, ничего нового, а все то же самое, что и было до них. И здесь уже кто во что гораст. На самом деле, когда предложить от себя нечего, наверное, остается только ругать других, ругая всех вокруг и таким образом, ну, вроде бы становясь не таким черным, а слегка серым. Но, как бы там ни было, давайте посмотрим на эксперта. Ну, учитывая то, что эксперт назвал свои действия фикциями, давайте посмотрим тогда на других экспертов, которые вообще-то действуют несколько по-другому. Ребят, это самое простое, самое примитивное, в принципе, что есть цена. Есть гораздо более изощренные и более травмоопасные какие-то техники, которые совсем не болевыми являются. Ну, в смысле, там болевой стимул само собой. Но смысл не в том, чтобы доставить боль противнику и начать от этого тащиться, а в том, чтобы вывести конечность противника из строя. Независимо от того, насколько он чувствует там эту боль или не чувствует, потому что он там под наркотой или под алкоголем. На самом деле наш эксперт предлагал еще массу не менее удивительных вариантов. Все это рассматривать слишком долгое видео получится. Поэтому буду выбирать только отдельные кусочки. Ребят, поверьте, они все одинаковые. Вот чтобы мы не взяли в качестве фрагмента из оригинального видео, все будет одинаково. Поэтому вы ничего не теряете. Изобретатель велосипеда явно не доработал что-то. Понятно, что за 10-15 минут не сочинишь особо ничего стоящего. Хотя, если он на это потратил, ну, хотя бы несколько месяцев, вообще стоит задуматься о том, насколько он компетентен, ну, хоть в каком-то вопросе около боевом. Но есть подозрение, что он это просто спер, но сделал это некачественно, недобросовестно и куда хуже, чем, например, то, что мы сейчас увидим. Ребят, чтобы не сложилось превратное впечатление, вот это саньдашный примитив. Это то, что считается, знаете, вот таким боевым саньда. Как вот в России есть боевое самбо, так называемое. Так вот у саньда тоже есть такой, ну, условно прикладной, не очень спортивный такой раздел. И вот мы сейчас посмотрели совершеннейший из этого примитив, который явно в 1000 раз лучше. Да, кстати, совсем забыл сказать. Особенно смутила вот эта вот его манера, этот подход странный, что типа он подошел просто поздороваться и как бы с его точки зрения жестковато обошелся с наивным, доверчивым человеком, подавшим ему руку. Это что? Это гоп-стоп какой-то? Кстати, что интересно, наверное, мало кто из вас протянет руку в ответ на вот подобный же заход незнакомого вам человека. Это, конечно, тоже не добавляет экспертности гражданину. Серьезно? Это прикладной навык. Волшебник это, а не эксперт. Ну и, конечно, добавляет мистического ужаса вот эта вот волшебная ситуация, при которой некий гражданин держит пальчики, а тот молотит по этим пальчикам его своей рукой. Это вот вообще откуда? Что это за, я не знаю, сказки братьев Гримм? Ну, помимо того, что ситуация комичная, еще и комичное решение. Это, ребят, не освобождение от захвата. То, что его партнер пугливый бросил сразу всякие захваты, не говорит об экспертности гражданина. Он, собственно, и с проблемой-то ни с какой не столкнулся. И в этом смысле хочется посмеяться вместе с самим экспертом, которому, по-моему, самому смешно то, что он выполняет. Ну, то есть, опять, как эта идея гоп-стопа, идея того, что это не самооборона никакая, а самонападение. Ребят, серьезно? Других вариантов нет? Мне кажется, 7-летний школьник какой-нибудь сочинит десятка-два разных вариантов, не менее волшебных, чем предложенные. Я не знаю, где он услышал такое мнение. Наверное, опять сам сочинил, потому что, судя по всему, эксперт живет в мире собственных фантазий. В боевых искусствах рассматривается комплекс мер, и бойцы работают только наверняка. Но гражданину, видимо, не дает покоя все-таки тема боевых искусств, и он выдумывает на ходу не только решение достаточно смешных ситуаций, нереальных в жизни,
но и сам себе задает вопросы по поводу эффективности тех или иных действий, с которыми сам он, в общем-то, и не знаком. Что интересно, вообще-то вот именно новодельщики и выдумщики часто предлагают какие-то универсальные, совершенно универсальные решения. Ударил туда-то, и все, и ты победитель. Как свалить любого? Как ударить так, чтобы упало сразу 100 человек? Как выполнить бросок, после которого человек разбивается в лепешку и растекается по асфальту? Ну и так далее. Ребят, это чудо. И мне нравится порой смотреть на вот таких волшебников. Им не хватает только длинной бороды и широкополой остроконечной шляпы. И в принципе все, что они делают и предлагают, это такая большая шляпа. Такое огромное, широкополое, соломенное сомбреро. Ну и теперь просто в качестве заключения давайте посмотрим на работу профессионалов. Ребят, работа самая простая. Это вот цена, относящаяся к такому прикладному сандаю. Это вот работа с захватами, но прошу вас, сравните то, что вы видели сейчас, вот с таким вот стареньким, в принципе, не особо качественным видео.